Сейчас в книге рекордов Гиннесса самая старая собака 29 лет. Когда я ее принесла, эта соседка со щенятами, так это было в 95-й год. Уже ей надо 2 года добавить, чтобы она смогла их произвести, своих щенят. Поэтому с 93-го года она родом. Мулька, садись, хороший, побудь, молодец. Добрый день, меня зовут Михаил Пекарь. Я хозяин этой милой собаки, с которой вот уже больше 26 лет мы вместе дружим, живем и еще будем долго жить. Мы назвали ее Мулька, так что за ее милый вид, добрый. По виду это не дворняга, она от какой-то породы такой красивой. Но вторая кличка, как тут ее соседи, это бессмертная. Когда говорят, что это человеческая жизнь считается год за 7, я и задумался, как так может быть. Были у покойных родителей, конечно, собаки, но те столько не жили. Там до 20 лет и все, собака уже уходила, меняли. Но это пережила. Все пережила, да, все эти времена. Но она хлопот больших и не приносит. По огороду она ходит только по стежкам, на градки не заходит. То есть, где ходит хозяин, там и она только. Куда бы кому я ни пошел, она всегда будет меня ждать на пороге того соседа, куда я зашел. Можно, да, потому что ее все любят. Не только моя семья, но и все соседи. Она все время живет на улице. С первых дней, как она пришла ко мне. Но за забором у лесу ее домик стоит, она там отдыхает, закрывается. В этом домике она летует. Зимой переходит во двор, там есть другой домик. Там она зимует, потому что здесь ей холодно, там потеплее. У город мы ее никогда не брали. Она только тут живет. Кормим мы все то, что остается на столе, покупаем колбасу. Конечно, больше любить косточки куриные, которые можно давать. Грубых мы не даем, но любимое лакомство она очень раньше на мороженое откликалась. Но прививок мы ни разу не делали и к ветеринару тоже ни разу не обращались. Она сама в состоянии за собой смотреть, лечиться. Каждая собака, как я думаю, сам лечится, если такие небольшие проблемы. В ходе все время ищет траву какую-то там, собирая по лесу. Еще и приходит домой. Потом она, конечно, первые годы переносила, но тяжело вкусы клещей. Сейчас она уже адаптировалась, иммунитет ее выработался, как и мы от коронавируса. Боремся. Тоже его победим, как и она клеща победила. Особенно дети ее любят, и она их любит. Она никогда на их не забреше. Всегда с таким видом доброжелательным. Всегда хвостиком виляет, когда дети бегут. Может, в этом и заключается ее долгожизнь, потому что есть столько добрых людей ее окружают. За все свое время здесь она никого не укусила. Но голос она, кто-то идет чужой, голос она подаст. И всего лишь. Людей, которые склонны к алкоголю, тех она очень сразу дает знать, брешет, что ты готовься, что к тебе идут. Как? Внуки выросли при этой собаке, да, потому что внуку младшему это 7 лет, старшему 13, тоже вырос с ней. Тоже, и они все с ней только тут и бегали. А детям одному уже за 40, а второму 29. Мы тут праздновали день рождения, и тут собаку еще увидели ее. Он сказал, что она тут появилась в мое день рождения. Я говорю, нет, ты трохи старше, чем она. Когда Унушка принесла ее со щенятами, было 5. И она так, в принципе, каждый год по 5 щенят и приводила. И когда они подрастали так, что они уже могли сами кушать, их тут на даче разбирали, даже я иногда и сам не знал, кто забрал, уже их нет. Но последние уже 5 лет не очень сожалею, что с последнего помета я себе не смог. Все решила, что еще будет, а оказалось уже и нет.
Может, и был такой бы умница, как и она. Пес. Ну, как, она вот уже слабо бывает, но слышит, а потом раз, слышит уже, да. Конечно, тяжело этот момент ждать. Но я думаю, что мы с этим моментом разберемся достойно. Ну, возможно, это будет самая старая собака в нашей республике, а может даже и в мире. Но у нас документов, подтверждающих, нет, только факты события, которые совершились и произошли с этой собакой. Как она появилась в нашей семье. Ну что, Мулька Пекарь тогда, да, член семьи, коль так уже дали ей на фамилию. Опа, опачки, хорошая. Пойдем домой, пошли, пойдем домой.